Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сегодня мы с вами будем готовить завтраки, потому что праздники закончились, и всем нам нужно обязательно завтракать, потому что это просто вкусно, полезно, дает нам заряд энергии на целый день. И после праздников не всегда хочется готовить, у многих дела нет времени, и поэтому я с вами поделюсь сегодня целыми 5 рецептами вкусных завтраков, которые готовятся моментально, и я уверена, каждый найдет для себя рецептик, который придется именно ему по вкусу. Готовить мы будем из овсянки. Всем доступный и очень полезный. Начинаем! Наш первый завтрак будет с ягодами. У меня замороженная клубника, ежевика и ягодки голубики. Вы можете использовать свежие, возможно, есть у вас сушеные. Добавляю 70 мл йогурта без добавок. У вас может быть домашний йогурт. Добавляю 130 мл молока. У меня молоко обычной жирности 2,5%. Ох, уже красивыми стали ягодки. Добавляю щедрую ложечку медика. Всыпаю 50 грамм овсяных хлопьев, которые требуют варки. То есть это геркулес. И теперь мы с вами это все хорошенечко перемешиваем. Очень красивый цвет, мне кажется, яркий. То, что нужно зимним утром зарядиться отличным настроением. Ну а ягодки добавят нам вкуса. Отправляем нашу овсянку в красивый высокий стаканчик. Теперь отправляем наш аппетитный завтрак минимум на 4 часа в холодильник. Ну а лучше на ночь. Для следующего завтрака нам понадобится 1 банан. Я его разминаю с помощью вилки. Вот такое банановое пюре у меня получилось. Для тех, кто скучает по шоколаду, добавляю столовую ложку какао. Будет очень вкусно. Опять 70 мл йогурта. Банан сладкий, добавлю половину чайной ложки меда. Больше не нужно. Добавляем молоко. Теперь все хорошенечко перемешиваем до однородной консистенции. Очень вкусно пахнет шоколадом. Добавляю 50 граммов хлопьев. Напоминаю, это геркулес, то есть хлопья, которые требуют варки. И хорошенечко все перемешиваем. Вот такая у нас будет вкусная шоколадно-банановая овсянка на завтрак. Отправляем нашу овсянку минимум на 4 часа в холодильник. Вот такая шоколадная овсянка — это просто отличный аргумент убедить детей, что каша — это не только полезно, но еще и очень вкусно. Моим детям это помогает. Надеюсь, поможет и вашим. Продолжаем готовить. Одно кисло-сладкое яблоко я натираю на мелкой терке. К протертому яблоку я добавляю четвертинку чайной ложки корицы. Количество специй это опционально, мне столько корицы достаточно. Добавляю к яблочку и корице щедрую ложечку меда, йогурт, овсянку. Сейчас мы с вами это все хорошенечко перемешаем. Яблочко с корицей очень вкусно пахнут. Добавляем молоко и еще разочек перемешиваем. Убираем яблочную овсянку в холодильник. Следующий вариант мы будем готовить сухофруктами. Всего у меня их 50 граммов. Здесь чернослив, курага и немного изюма. Также добавляю к сухофруктам йогурт. Кстати, по желанию в такой вариант можно добавить орехи. Будет тоже очень вкусно и полезно. Сухофрукты сладкие, поэтому добавляю половину чайной ложки меда. На мой вкус больше не надо. Вы, естественно, добавляете на свой. Отправляем в миску хлопья. Ну и, конечно же, перемешиваем. Добавляем молоко и перемешиваем еще раз. Кстати, напоминаю, что все ингредиенты находятся в описании под видео. Обязательно туда заглядывайте. Такая овсянка с сухофруктами — это просто замечательная помощница для нашего пищеварения. И, конечно, для того, чтобы мы себя замечательно и комфортно чувствовали, убираем ее в холодильник. Следующий вариант мы приготовим из быстрой овсянки. Этот рецепт будет без молока и без йогурта, как вариант во время поста, либо для тех людей, которые по каким-то причинам не употребляют молочные продукты, либо продукты животного происхождения. Но все равно будет очень вкусно. Давайте готовить. Я отправляю 2 кольца ананаса, которые я мелко нарезала. Добавляю столовую ложку кокосовой стружки, 200 мл ананасового сока. Я покупала кольца ананаса в соку, то есть не в сиропе, а именно в соку, поэтому отправляем его туда. Добавляю хлопья. А ананасы в соку не такие сладкие, как в сиропе, поэтому я добавляю чайную ложечку меда. Теперь всю эту вкусноту мы с вами перемешиваем.
Этот вариант, как вы видите, без молока, без йогурта, но будет очень-очень вкусно, я вам обещаю. Вот такой нарядный вариант получился, можно сервировать и вот в такой красивый фужерчик. Сразу прям пахнет отпуском, практически пина-колада. Отправляем ее в холодильник. Прошло 4 часа, сейчас мы с вами посмотрим, какая получилась овсянка. Еще один просто комментарий. Такую овсянку можно использовать не только как завтрак, но еще многие спрашивают, кто работает посменно. Вот такую овсянку можно взять с собой на работу и использовать ее как перекус, либо поздний ужин, либо ранний завтрак, если вы идете там в ночную смену, либо на сутки. Это тоже очень удобно, не занимает много времени, не сложно и очень вкусно и полезно максимально для здоровья и для фигуры. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такая получилась аппетитная овсянка. Первый вариант это с сухофруктами. Следующая это овсянка с ягодами. Наша овсянка а-ля пина-колада. Овсянка с какао очень вкусная и ароматная еще благодаря добавлению банана. И самый простой вариант овсянка с яблоком. Это просто и очень вкусно. Я очень рада, что сегодня поделилась с вами сразу 5 рецептами. Обязательно пишите в комментариях, какой вариант пришелся вам больше всего по вкусу. Также, если вы готовите такую овсянку, делитесь вашими, я уверена, тоже очень-очень вкусными рецептами. Такие завтраки внесут разнообразие в ваше меню, а разнообразие очень важно и необходимо для тех людей, которые следят за своим весом, ну и просто хотят быть счастливыми, бодрыми и активными. Вот здесь появятся еще наши новые полезные, интересные, ну и, конечно, очень вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви и добра.